Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Так, максимально позитивный день вам в хату, максимальные иксы вам тоже в хату. Несмотря на то, что я, конечно же, отлучился вчера на свои отдыхи, я все равно остаюсь онлайн. И в этот трудный час я, конечно же, пилю для вас контент. Я думаю, что максимально нужно влепить максимальный лайк, максимальный комментарий, максимальную поддержку для канала. Итак, ну что, рынок у нас на данный момент остановил свое падение. Мы уже, в принципе, видим некое движение на альткоинах. Я думаю, что маркетмейкер готовит движение. Он готовит движение, это 100 пудов. Итак, ну что у нас, биток 2,4%. Сегодня у нас понедельник, 21.04.25. Ну, понедельник может быть еще даже и выходной, потому как у нас была Пасха. А может даже он и не выходной, но все равно биток неплохо дал сегодня такую хорошую, прибавил 1000 баксов. И это очень хорошо. Это очень хорошо. Если мы посмотрим на дневке, у нас альта начинает шевелиться. И это хорошая точка для того, чтобы раскачивать свой портфель. Нужно искать альткоины на 2 икса. Какие из них я набрал, сегодня покажу вам. Также в закрытом канале я тоже пишу некоторые действия по поводу альты. Итак, что у нас по портфелю? Давайте посмотрим статистику. На данный момент портфель у меня просадка 30%. 30 там с половиной может быть такое. Мы видим на 30-дневке, что роста нету. На 90 дней у нас было сильнейшее падение, и начинают здесь уже падение начинает замедляться, отрисовывает дно. Но здесь мы видим по портфелю аналогичную ситуацию. Медвежий флаг, здесь медвежий флаг, здесь медвежий флаг. Будет ли еще одно падение? Мы этого не знаем. Глобально портфель вот так вот выглядит. В плюсе, в принципе. Если посмотреть на 24 часа, плюс, на 7-дневке тоже плюс. Довольно-таки неплохо. Но не нравится мне вот этот вот медвежий флаг. Не нравится мне этот медвежий флаг, ну посмотрим. Итак, капитализация прибавила 2 триллиона 740 миллиардов долларов сейчас. Рынок опять же в страхе. Смотрите, индекс страха жадности. Хоть и рынок растет, но страх. Ну это просто трэш. Но пускай себя побудет в страхе. Я думаю, что до мая месяца, где-то так чисел десятых, чтобы был максимальный страх до заседания ФРС, а там может быть такое, что снизят на каких-то пару пунктов ставку. И у нас будет to the moon. Итак, что у нас? Биток. Смотрите, 79, 83. Ну, потихоньку растем. 85, 87. Но нам нужно пробить 90 тысяч долларов и закрепиться там на неделе. Это будет слом нисходящей структуры битка. Будут повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы. Давайте-ка мы посмотрим на биток. Что у нас здесь на Окиксе? Ну, такая вот структура. Оп, мы сдвинули этот блок. Повышающаяся у нас пока что вот такая вот структура. Биток вот вроде бы как пробивается, но они могут сбрить шортистов. А шортисты стоят у нас в диапазоне 88 тысяч долларов. Сброют шортистов, притом на дневке сильно перегрет уже. И дальше дадут коррекцию. Может быть такое, но... Может быть такое, что мы уйдем выше 90, вот сюда вот, закрепимся здесь пару неделек, и будет у нас такое вот донышко. Немножко напоминает нам, да, ну, лето 24 года. Похожая ситуация. Сейчас у нас потихоньку начинает активизироваться альта. Нужно, конечно же, что-то думать. Нужно что-то думать. Итак, что у нас по поводу торговой пары эфир относительно битка? Ну, там, по всей видимости, нету особо никаких изменений. Здесь, по всей видимости, у нас тоже замедлилось падение. На дневке уже стохастик перегрет. Ну, это просто трэш. Разворота пока не видно. Но я думаю, что где-то здесь должны формировать уже разворот. Стохастик на недельке вообще укатан. Это очень хорошо. Очень просто-напросто хорошо. Итак, что по поводу набора лонгов битка относительно эфириума или эфириума относительно битка.
какие активы здесь набираются, было бы интересно услышать ваше мнение, потому как вы довольно-таки неплохие комменты пишете, но в последнее время что-то комменты поотубавились. Нужно максимальные комментарии, максимальные лайки, ибо просто позвоню маркетмейкеру, чтобы он не готовил движение. Так, что мы видим по данной метрике? Мы видим то, что лонг у нас набирается. Здесь у нас есть теханализ. Покупать, покупать, активно покупать. Сезонность. Мы видим то, что у нас сильнейший тренд. Намного больше, чем 2023-2024 год. Так что движуха здесь будет гарантирована. Также у нас есть такой вот график. Мы можем увидеть то, что здесь был сигнал на покупку. И мы можем увидеть то, что у нас уже ракета заправлена. Уже нам ожидать ничего не нужно. Мы прождали всю эту зиму. Уже более чем пол весны мы прождали. Осталось только увидеть движение альткоинов. Все. Здесь у нас была аналогичная ситуация. Вот. Ракетка заправилась и пошло движение. Здесь у нас вот в декабре с начала движения до... Тут у нас прошло 119 дней. Сейчас у нас здесь прошло... Смотрим. 98 дней. Ну, в принципе, еще месяц могут поддержать здесь что-то. Но альта уже начинает реагировать. Если мы посмотрим на недельке, маленькая зеленая свеча. Если мы посмотрим на дневке, тренд уже, смотрите, затухает. Свечи меньше, меньше встают, меньше. И тут маленькая-маленькая свеча уже. И, по всей видимости, скоро начнут раскачивать. Вчера у нас было еще немножко прибавили. Сегодня чуть-чуть, ну... Дожидаемся. Я думаю, что скоро это все дело у нас закончится и начнут двигать альткоины. Вот что. Сейчас нужно подбирать альткоины на 2 икса и раскачивать свой тоже портфель. Нужно это делать. Дальше. Что у нас еще по одной метрике? По поводу альтсезона. Вот данная метрика нам показывает 21 год. Это у нас 21 год. Мы ушли вот сюда вот. И здесь мы видим аналогичную ситуацию. Есть сигнал на покупку. Этот сигнал появился буквально 24 марта, как и на битке. У нас был еще сигнал в июле 2023 года, когда у нас SEC выдвинула обвинение в сторону альткоинов, и с того момента альта показала хорошее движение. Здесь ничего страшного мы не видим. 7 апреля у нас это было... Да. 7 апреля была на недельке у нас здесь обновили вот этот вот лой. И в принципе все. Глобально никуда мы особо в ад не падаем. Я думаю, что здесь будут уже формировать разворотное движение и покажут тренд, как было это, допустим, в 2017 году, в 2021 году. Также доминация альткоинов. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут по доминации альты. Доминация альты у нас просто укатанная, конечно. Я думаю, что мы в этом цикле сможем прийти по доминации альткоинов в диапазон 15-18%. Примерно вот так вот. 15-18%. Я думаю, что будет зона досягаемая. Тоже мы видим то, что здесь чуть-чуть обновили лой, который был поставлен 3 февраля. И падение здесь закончилось. В скам альты я, конечно же, не особо верю. Думаю, что мы не будем скамиться. Ну, ситуация тяжелая на рынке. Рынок очень тяжелый и нужно всех повыбривать на этом рынке. Также давайте мы посмотрим доминацию биткоина. Доминация биткоина у нас может быть такое, что закончила свой рост. Так, что у нас эта неделька показывает? Ну, я думаю, что мы все равно будем, наверное, все-таки идти на вершину фитиля вот этого вот. Это у нас будет 64,7%. На этой неделе мы опять видим зеленку. Доминация битка растет, но альта уже особо не реагирует. Даже некоторые альткоины показывают рост. На дневке смотрим то, что продолжает доминация битка расти. Но чем выше забросят ее, тем лучше будет. На часе мы видим то, что биток начал расти, альта вместе с битком начала расти, и доминация битка тоже чуть-чуть растет. Вот. Посмотрим. Может быть такое, что здесь сформирует отскок дохлой кошки и дальше уже начнем снижаться. А не, то у нас открытая дорога в диапазон 64-65%. Вот сюда, вот такой вот локальный блок. Здесь можно будет подождать доминацию биткоина.
Также интересный момент. У нас сегодня продолжает расти золото. Криптоэнтузиасты. У нас продолжает расти золото. Как ни крути, золото просто-напросто вздернули еще выше, чем оно было. Золото, конечно же, вздернулось. Вот мы видим такую вот на часе палку. Я думаю, что золото будет расти, но есть некоторые моменты, до каких оно уже просто-напросто не дотянется. У нас был здесь сигнал на покупку. 17 марта 2025 года также сигнал на покупку был золота у нас и в июне 2023 года. И после этого сигнала золото у нас еще показало тренд 45%. И если здесь еще тоже покажет 45% вот с текущей ситуации, да, здесь уже 18, а 45% это мы будем в диапазоне где-то 4200 долларов за унцию. Ну, это будет, я не знаю, это просто будет парабола. Какие там уже будут цены на ювелирное украшение? Ну, я не знаю, как придется нам радовать наших маленьких половинок. Это будет просто трэш. Кольцо будет стоить 100 долларов. Да блин, оно и так стоит 100 долларов. Что я несу? Нормальное кольцо будет стоить примерно, если взять такое на 5-6 грамм, то, блин, баксов так 500 нужно будет вывалить, наверное. Фитиль мы уже пробили, и сейчас, просто куда-то летим, не знаю. Вот. Что не знаю. Мы летим вверх. Мы уже здесь даже... Тут у нас не полный график. Мы летим вверх. Мы просто-напросто, смотрите. Пробили уже третью цель. Еще у нас есть одна цель 3600. Посмотрим. 3600 и также не исключаем 4200. Вот так вот. Вот так, криптоэнтузиасты, что творит золото, да? И буквально я снимал видео в 23 году. Это у нас было вот здесь вот в феврале. И я говорил, что нужно покупать золото. Нужно покупать золото. С того момента, смотрите, 88%. Это вам не хухры-мухры. Это вам не петушки по 5 копеек торговать на базаре. Это очень тяжелый актив, притом в золоте все люди сохраняются. Но не нужно исключать то, что может здесь начаться медвежка, и медвежка на золоте проходит буквально десятилетиями. Эйфории поддаваться не нужно. Извиняюсь. Эйфории поддаваться не нужно. Я думаю, что в какой-то определенный момент здесь начнется коррекция. Но золото нужно сохранять. Также Manta Network у нас 53 остановилось падение. И по поводу монеток, которые я брал на 2 икса. Это у нас монетка HFT. Hashflow. И монетка Doom Dimension. Вот. Два актива, которые я взял на 2 икса и хочу начать с ними раскачивать портфель. Конечно же, HFT я взял не так сильно быстро, чуть-чуть позже взял, но все равно. Фишка в том, что HFT у меня есть. Это старый актив, который у меня находится в портфеле, я его покупал в 2023 году. Он ничего практически не показал. Здесь у нас 37 миллионов капитализация. Небольшая капа, небольшая. Здесь есть инвесторы. 19 инвесторов. Electric Capital, IDO, Jump Crypto, Coinbase Ventures. Короче говоря, инвесторы здесь хорошие, топовые. Тир 1 притом. Тир 1. И если мы посмотрим глобально на график. Давайте еще посмотрим инвестиции. Что у нас здесь? Тут у нас 3 икса и 0 иксов. Альтсезона мы практически не видели. В принципе, здесь у нас уже практически есть 2 икса. Моя точка входа примерно там 6 центов. Тут у нас уже 50% движения есть. У нас здесь зашли объемы, вертикальные объемы. Если мы посмотрим вертикальные объемы, то мы видим, здесь зашли объемы. Огромные объемы видно. Вот.
на всем вот этом вот движении здесь интересные объемчики. Вот. Так вот они отрисовали это все дело на 4-часовике. На дневке давайте-ка мы посмотрим. Мы видим здесь объемы, крупные объемы, смотрите. На дневке крупный объем пошел. Притом движение цены очень маленькое. Я думаю, что здесь могут они показать хороший тренд. Притом у нас не было особо 109 миллионов, 102 миллиона. У нас здесь не было особо огромных никаких движений. 38, 102. Покупки. Мы видим то, что сразу моментально поменялись объемы с желтых на красные. Вот желтые, да, 123 миллиона. Кто-то продавал. Ой, синие. И синие объемы. Сразу все поменялась ситуация. Кто-то здесь что-то творит. Притом, если мы уберем эти объемы, посмотрим то, что мы пришли к зоне листинга, даже чуть ниже опустились, и практически она ничего такого не показывала, данная монета. У меня она есть, данный актив у меня есть. Я ожидаю, в принципе, движения по ней как минимум хотя бы иксов 10. А это, смотрите, это будет, ну вот сюда вот. На 50 центов. Может быть даже, что пульнут ее вот этот вот блок. Но здесь будет уже 22 икса. Вот. Здесь вот я прикупил на самом донышке. Ну не на самом донышке, но все равно прикупил. Посмотрим, что у нас получится. Может быть такое, что, конечно же, они будут ее дальше укатывать. Но при 2 иксах я уже буду здесь вот фиксировать прибыль. 15 центов. Также второй альткоин это Dimension. Doom. Монетка Doom. И посмотрим, что у нас произойдет с данной монеткой. Так, что тут нам приходит? И, в принципе, что у нас по данному активу? 77 миллионов долларов капитализация, капа небольшая, это у нас игровой сектор. Здесь у нас есть инвестиции, информации нету. Ну, она торгуется на всех биржах, на Binance. Так, давайте мы посмотрим, что у нас здесь на дневке. Мы видим то, что здесь присутствует движение кита. Смотрите, какой огромный объем у нас был 19 марта. Здесь могут набирать позицию. Также она пришла в зону листинга. Вот у нас зона начала листинга. И посмотрим график. Такой вот у нас график. Dimension мы с вами рассматривали. Предполагал я, что мы в декабре еще будем формировать разворот, но не тут-то было. У меня есть бесплатные монеты. Это мне Binance раздавал. Это было вот здесь вот в феврале. Ну и само собой я вот здесь вот потихоньку взял позицию. Так, чтобы не сдвинуть график, чтобы не напугать манипулятора. Объемы у нас здесь были раз, два, мы неоднократно рассматривали, здесь не подключены вертикальные объемы, у нас есть сигнал на покупку, был еще тоже сигнал на покупку июль 24 год, и с того момента после сигнала у нас здесь было движение на 152%. С текущих я думаю, что у нас здесь может произойти движение, ну примерно вот сюда. А здесь смотрите 700-800% роста, 7-8 иксов. Можно в принципе присмотреться, взять. Покупка уже была совершена. В закрытом канале я писал, дал, ну, скрин скинул, короче говоря. Посмотрим, что у нас выйдет. Здесь у нас по объемам видно, что здесь была какая-то проторговка. Обновим объемы, которые еще были в январе 2025 года. И смотрим то, что линия ПОК переместилась и все сюда вот сместилось. Тут у нас блок сильнейшего сопротивления. Если мы опустимся еще чуть-чуть ниже по данному активу, то я еще чуть-чуть возьму. Ну, допустим, обновим лой, да. Сейчас она торгуется в диапазоне 28 центов, а будет стоить где-то там 8-9 центов. Здесь будет еще совершена одна покупка. И буду ожидать импульса. В принципе, вот так вот. Но обычно такие активы нужно покупать 3 раза. 3 раза берешь, вот так вот сетку раскидаем, посмотрим, что у нас выйдет. Здесь у нас будет примерно продажа. Здесь у нас будет примерно продажа. Вот. И я думаю, что здесь получится взять движение. Как минимум можно 2 икса здесь забрать, как максимум иксов 5. 7, я думаю, что можно будет взять. Сюда движение вверх я особо не жду. Вот так вот. Плюс есть бесплатные монеты.
плюс есть бесплатные монеты. Но если даже и будет мощный альт-сезон, то у нас, в принципе, мы можем прикинуть то, что мы можем уйти, ну, как минимум, там, в диапазон, там, $11, да. Вот, $11. $11. Но это мало верится, это будут колоссальнейшие иксы, но если будет альт-сезон и раскачка альты, то это произойдет. Также движение здесь было минимальное, буквально тут, ну сколько, ну 30%, 30%. Это не так, как некоторые там в Окселе показали уже движение по 5 иксов, а здесь было 30%. Но нужно понимать, что здесь мы можем еще шлепнуться ниже. В принципе, вот так вот. Ожидаем, друзья. Я думаю, что у нас здесь уже заканчивается набор лонгов. Мы подходим к своей финальной стадии, и скоро начнется движение. Может быть, оно начнется у нас в начале лета, может оно начнется, конечно же, осенью. Но я думаю, что это все у нас должно произойти где-то с начала лета. Потихоньку мы должны раскачивать, ну, не лодку, конечно же, а альты будут раскачивать. За недельку довольно-таки неплохо. Некоторые вот монетки показали хорошие иксы. Биточек наш потихоньку, я думаю, что будет радовать. Не исключаем выбривание лонгистов, шортистов. Волатильность на рынке может быть колоссальная, потому как биток стоит в диапазоне $100 тысяч, и двинуть биток на 5%, а это $5 тысяч вниз, $5 тысяч вверх, ликвидация будет сильнейшая. Если вы лезете в фьючерсную торговлю, обязательно ставьте стопы, ибо просто-напросто побреют. Но лучше в фьючи не лезть. Возьмите какой-то альткоин там на 2 икса, забрали, ушли, 2 икса забрали, ушли, и так потихоньку можно раскачаться. Многие говорят, типа там, зачем вы покупаете этот шлак, берите, шортите. Ну, блин, каждый делает свое. Тот шортит, тот лонгует, тот спот, тот инвестор, тот просто занимается рекламой и все. Я думаю, что все у нас получится. Пасха у нас прошла хорошо, золото дальше продолжает расти, и за собой тоже золото будет тянуть другие рынки, конечно же. Давайте еще заглянем на DXY 98, просто шикарно, криптоэнтузиастики, ну это просто шик, смотрите. Все, мы зашли в блок моих ожиданий. Я думаю, что данный анализ был проведен не зря. Я очень давно наблюдал за DXY. 21 вот мы зашли сюда. Просто шикарно. Я этот блок поставил очень давно. Поставил вот этот вот смайлик с ангелочком. Ну и как раз на пасочку мы сюда пришли. Может быть такое, что мы шлепнемся в 92, но это маловероятно. Но в нижнюю часть канала я думаю, что может дотянем. Но даже если мы сюда не дотянем, вот это вот движение по DXY, падение на 10%, довольно-таки очень положительно будет в дальнейшем для крипторынка. Очень положительно, потому как это падение на 10% аналогичное падению вот этому вот. Когда мы падали, буквально с сентября 2022 года и по апрель 2023. Это было восходящее движение по биткоину. А мы прекрасно знаем, какой показал тренд биток. В принципе, вот так вот. DXY я рассматривал очень давно, еще буквально с вот этого вот момента. С октября 2022 года. И вот эту вот метку я поставил. У нас здесь был имбаланс. Я сказал, что мы сюда неоднократно придем еще до бычьего цикла. И ожидал, конечно же, проторговку данного имбаланса. Мы его проторговали буквально 3 февраля. Вот январь-февраль на инаугурацию президента Соединенных Штатов мы его перекрыли полностью. Дальше, по поводу DXY, когда мы были примерно вот здесь, вот я сказал сразу, будет сильнейшая коррекция на крипторынке, но я выходить с крипторынка не буду. За исключением я продал там в декабре чуть-чуть пепы, там ребалансировками некоторыми позанимался, и все. Я ожидаю мощный альт-сезон, который будет видно на индикаторе альт-сезона. Вот, если мы возьмем индикатор альт-сезона, вот как только у нас сейчас биткоин сезон на локальном, вот как только у нас будет здесь вот движение примерно 70-75, я буду покидать рынок. Это глобальный индикатор. 2020 год, 2021 год.
18 год, даже в 22 году вот у нас тоже был альт-сезон. Вот, 22 год. Здесь мы ничего не видели. Вот как только мы сдвинулись бы сюда, да, я вышел бы с рынка. Я свое слово сдержал, я вас поддержал, просидел в рынке, пускай там даже была просадка, что-то усреднял, докупал, занимался некими ребалансировками, не вышел несколько раз в ноль. Я засажен был от блогеров-инфлюенсеров в 2021 году в рынок. Получил лютейшую просадку 85%. И в принципе, портфель мой сейчас на данный момент показывает 30% просадки. С нового года, с декабря, я практически ничего уже не покупал. С помощью ребалансировок я свой портфель вытянул в ноль. 2 раза портфель показывал 0. Это у нас в марте и в декабре. Но я не вышел с рынка, потому как не было этого альт-сезона. И я его ожидаю. Я недаром просидел здесь, не зря, думаю. Я его дождусь. Потому как я полагаюсь на свой анализ, и я думаю, что я дождусь этого гребаного альт-сезона, и тот, кто даже смотрит видео, может будет кому-то в помощь и заработает. И ориентир сейчас держу на вот это вот движение. На вот это вот движение. Вот. Когда нужно будет покидать рынок, я буду писать видео и говорить, что нужно будет покидать рынок. Пока что нужно сидеть и ожидать движения альты. Вот что. И DXY у нас, конечно же, шикарно порадовал. Все отработали. Сейчас у нас идет в отработку полностью с 7 вытекающими этот медвежий огромный флаг. Вот мы можем прийти в диапазон 96 пунктов. Уже 98, осталось 2. Осталось нам дождаться еще реакцию крипторынка на движение DXY. Ну, мы сегодня видим, уже биток потихоньку растет. И у Грини на криптогоне мы рассматривали данный график. Я предполагаю, что мы где-то находимся, по всей видимости, вот здесь вот, по битку. Так что нам еще по битку, ого-го-го-го, расти, еще ого-го-го, вплоть даже, может быть, до осени 2025 года. Вот. Также модель Stock to Flow нам показывает то, что уже вроде бы как коррекция здесь заканчивается, крючок уже рисуют. Может будут еще какие-то там локальные выбривания лонгистов, но я думаю, что мы все-таки к осени 2025 года покажем хороший еще здесь тренд. В принципе, вот так вот. Я думаю, что данное видео заслуживает максимального лайка, максимального комментария. Я вас поддерживаю во всем всегда. Есть телеграм-канал, телеграм-чат. Можете зайти по ссылке в описании. Есть закрытый телеграм-канал. Там я в основном даю разные сетапы. Что покупать, что продавать. Кому интересно, подписываемся. Поддержим канал лайками и комментариями. Желаю всем мирного неба, хорошей Пасхи. Я думаю, что мы переживем апрель. Он будет положительный. Дальше май тоже. И все будет хорошо. Всем пока, до связи и мирного неба.